Глава 1411. Усовершенствование тела золотым костным мозгом. При ближайшем рассмотрении он обнаружил, что колокольчики излучали плотную древесную духовную ци. На самом деле это были маленькие золотые цветы, похожие на колокольчики. Они выглядели так, словно были выкованы из чистого золота. Цветов древесного бутона действительно много, и кажется, что им больше 1000 лет. Увидев цветы, огромная обезьяна загудела с удивленным выражением лица. Хань Ли усмехнулся. Цветы древесного бутона. Теперь ты видел их. Как насчет золотых кристаллических насекомых и золотого кораллового песка? Глаза маленького зверя заблестели от радости, но он спокойно сказал: «Боюсь, их не так много, но мы сможем так обменять 100 цветов на 10 пар жуков в соответствии с нашим соглашением». Хань Ли улыбнулся и бросил нефритовую шкатулку перед собой, а затем он щелкнул другой рукой и достал длинную нефритовую шкатулку. Нефритовая шкатулка открылась и также оказалась полной цветов древесного бутона. Эта сцена ошеломила многих демонических зверей. Хань Ли посмотрел на демонических зверей и неторопливо сказал: «Этого должно хватить. Собери всех золотых кристаллических насекомых и золотой коралловый песок, что ты взял с собой». В шоке демонические звери стали перешептываться между собой. В конце концов, маленький зверь достал кристаллы размером с кулак, а другие демонические звери достали черные тыквы размером с ладонь. В мгновение ока в зале появились 15 кристаллов и 3 черных тыквы. Глаза Хань Ли загорелись, и он молча потянулся к ним. Внезапно один из кристаллов поплыл и прыгнул ему в руку. Хань Ли стал внимательно его изучать. Кристалл был полупрозрачным и явно сконденсирован парой чистобелых насекомых, которые словно окаменели внутри них. Его мощное духовное чутье мгновенно превратилось в бесчисленные нити и проникло в его кристаллическое тело, затронув маленькое насекомое на вершине кристалла. С поверхности насекомого появился слой молочно-белого света. Затем он выплюнул изо рта каплю золотой жидкости, которая просочилась на его тело. Кристалл засветился ярким светом, наполняя воздух искрящимся золотым светом. При виде этого лицо Хань Ли дрогнуло, и он силой сжал кристалл, оказывая на него огромное давление. Ело кристалла просто мерцало светом, но ничего не пострадало. Хань Ли пробормотал: «Это действительно золотое кристаллическое насекомое. Старший, не волнуйся. Мы можем быть очень смелыми, но никогда не стали бы обманывать вас». Маленький зверь с головой быка криво рассмеялся. «От как?» — спокойно ответил Хань Ли. Затем он положил кристалл и взмахнул рукой, призвав черную тыкву. Затем он наклонил ее, высыпав оттуда реку пурпурно-золотого песка. Вскоре на земле появилась свая высотой в метр. Хань Ли взял песчинку из кучи и поднес к глазу. Он долго смотрел на нее и высыпал песок из 2 других черных тыкв в одну общую кучу. После этого Хань Ли посмотрел на кучу песка и небрежно сказал: «Неплохо, это золотой коралловый песок лучшего качества плюс 15 пар золотых кристаллических насекомых. 2 коробки с цветами древесного бутона стали еще более ценными, но я все равно соглашусь на обмен». Услышав это, 4 демонических зверя кивнули от радости. Хань Ли бросил 2 коробки, а маленький зверь и огромная обезьяна с золотым мехом осторожно убрали их. Тем временем Хань Ли провел рукавом по земле. В лазурном тумане кристаллы и песчинки бесследно исчезли. Я доволен этой сделкой. Если в будущем вы найдете золотой коралловый песок или другие редкие предметы, я обменяю их на нужные вам предметы. У меня есть не только цветы древесного бутона, и я не хочу, чтобы вы понесли убытки. Теперь можете идти». Не имея дальнейшего намерения задерживать демонов, Хань Ли отпустил их. Под давлением огромной ауры Хань Ли демонические звери не осмелились задерживаться и почтительно покинули его пещерную резиденцию. Затем они сразу же улетели прочь в своем демоническом ветре. Демонические звери пролетели более 500 километров за раз и остановились, глубоко вздохнув. Затем они снова собрались вместе. Огромный кабан взволнованно фыркнул: «Как здорово! Не ожидал, что мы получим так много цветов древесного бутона за раз. Их больше 1000. Если мы доставим их все, раса Тянь-Пен определенно не накажет нас, даже если мы не предложим ничего другого». Огромная обезьяна нахмурилась и сказала: «Да, я не ожидал, что этот человек действительно приобретет так много цветов. Если я правильно помню, цветы древесного бутона не росли в таком количестве на той горе. Может быть, когда он исследовал гору, он нашел другие секретные области. Судя по его тону, цветов у него стало еще больше». Трехголовый питон огляделся и сказал: «Скорее всего, это так. Он подарил так столько цветов разом, и вполне возможно, что у него их еще больше. Раса Тянь-Пен очень ценит эти цветы, поскольку они очень редкие. Скорее всего, это фирменное блюдо наших скрытых черных гор». Маленький зверь на мгновение задумался и сказал:
независимо от того, насколько редки цветы, это не имеет к нам никакого отношения. До тех пор, пока мы сможем продержаться 100 лет и избавимся от рабских меток, мы сможем сбежать. Однако мы должны предоставить этому мастеру как можно больше высокоранговых духовных камней. В противном случае, если мы ошибемся, все эти годы будут потрачены впустую. С таким количеством цветов древесного бутона потратить еще 100 лет не будет проблемой. Но главное то, что у нас действительно не так много духовных камней. Низкоранговые духовные камни бесполезны для нас, а среднеранговые духовные камни бесполезны для мастера, а высокоранговые закончились в руднике. Кроме того, этот мастер также хочет, чтобы мы дали ему 4 высокоранговых духовных камня с различными элементами. Не говоря уже о скрытых черных горах, все высокоранговые духовные камни на нашем острове с элементов воды. Нам негде их взять, проговорила обезьяна с золотым мехом. Огромный кабан пробормотал: по словам мастер, высокоранговые духовные камни необходимы, чтобы пробить узкое место. В противном случае добиться этого будет очень сложно. 4 демона на какое-то время замолчали. Огромный трехголовый питон повернулся, и его центральная голова медленно сказала: если бы это было раньше, трудно сказать, но теперь, когда здесь появился этот могущественный старший. Возможно, у него есть духовные камни с другими элементами. Это то, о чем мы все думали, но как мы можем использовать высокоранговые духовные камни для культивации? Если мы обменяемся на этот предмет, я боюсь, мы вызовем его подозрения. Сначала мы должны подумать о других методах. Если у нас не будет других вариантов, мы попробуем совершить обмен с ним, осторожно сказал зверь. Звучит разумно. Подумаем об этом после того, как мы разберемся с посланником расы Тянь-Пен, предложила огромная обезьяна. Остальные звери в конце концов согласились с ним, не в силах придумать что-либо еще. Затем 4 демона превратились в 4 облака демонической ци и разлетелись в разные стороны. В этот момент Хань Ли был в своей потайной комнате и возился с хрустальными насекомыми. Его глаза блуждали в размышлениях. Золотые кристаллические насекомые были невероятно известны среди демонов и людей, поэтому он был рад, что ему удалось заполучить даже такое жалкое количество живыми. Он также обнаружил, что даже пара стоит так дорого, что может обанкротить высокорангового культиватора. Таким образом, когда Хань Ли услышал, что демонические звери 6 и 7 ранга могут дать ему золотых кристаллических насекомых, он был переполнен радостью. У этих насекомых было много применений. Их можно было использовать не только в качестве основного ингредиента для культивации, но и усовершенствовать тело с его помощью. Применяя золотой мозг, который выплевывали насекомые, на его тело, он мог легко усовершенствовать свой собственный мозг и эссенцию крови, укрепив свое тело на целый шаг вперед. Однако, учитывая огромную силу своего нынешнего тела, он полагал, что результаты будут меньше, чем он ожидал. Вместо этих 2 применений, Хань Ли больше надеялся на более неясное третье использование. Он хотел использовать этих насекомых, чтобы укрепить свою собственную проекцию первозданного истинного дьявольского искусства и придать ему истинное тело. Обладая огромной силой этой способности, он мог объединить ее с собой и создать экстраординарную способность воплощения, сила которого бы могла равнять горы. Естественно, подобные способности проявились в буддийских сектах, которые включали в себя концентрацию искусств ваджры. Это была несложная техника, и многие знали о ней, но помимо того, что требовались дополнительные материалы, в которых использовались золотые кристаллические насекомые, требовалось также несколько других легендарных духовных растений. Эти растения были такой же редкостью, что и золотые кристаллические насекомые. Если бы он хотел собрать их все, ему оставалось надеяться только на удачу. Хань Ли уставился на кристалл в своей руке и задумался. Затем он внезапно щелкнул запястьем и приманил к себе еще 4 кристалла. Конденсация проекций первозданного истинного дьявольского искусства требовала 10 пар золотых кристаллических насекомых, а остальные 5 пар он может использовать, чтобы укрепить свое тело. Кроме того, они помогут ему преодолеть узкое место на средней стадии божественной трансформации. Приняв это решение, у Хань Ли появились планы на следующие 5 лет. Без колебаний он взял кристалл в руку и вызвал вокруг него чистый лазурный свет, затем закрыл глаза. Под воздействием духовной силы кристалл, образованный 2 неподвижными насекомыми, внезапно начал трястись, и они открыли рты, выплевывая по золотой капле каждый. 2 капли жидкости прошли сквозь кристаллы и стекли на руку Хань Ли, где сливались с лазурной духовной ци. Мгновение спустя золотая жидкость засветилась ярким золотым светом. Слияние света и лазурной ци медленно распространилось по его руке. В мгновение ока оно полностью покрыло его руку золотым светом. Когда золотой свет погас, кожа на руке Хань Ли стала мерцающим золотом. Хань Ли сжал золотую руку и стал бормотать себе под нос.
На руке снова стал пульсировать золотой свет, и слой мерцающего белого цвета выплыл из нее и поплыл в воздухе. Хань Ли дышал ровно со спокойным выражением на лице. Затем он использовал свою духовную силу, чтобы продолжать распространять этот чудесный эффект. Глава 1412. Существа Тянь-Пен. 5 лет нельзя считать ни долгим, ни коротким сроком. За это время Хань Ли не только полностью поглотил золотой мозг 5 пар золотых кристаллических насекомых, но и превратил золотой коралловый песок вместе с другими лекарствами в жидкость, а затем впитал своей плотью. В результате 5 пар золотых кристаллических насекомых и 3 тыквы золотого кораллового песка были потрачены. Однажды после медитации Хань Ли открыл глаза и поднял руки. Он взглянул на свои, казалось бы, обычные руки со странным выражением на лице. Я впитал достаточно золотого костного мозга и золотого кораллового песка для усовершенствования моего тела, так что моя плоть невероятно сильна, но я не добился прогресса в преодолении узкого места на средней стадии зарождающейся души. Неужели мне опять не повезло? Хань Ли вздохнул и мрачно закрыл глаза, и из соседней стены внезапно вспыхнул лазурный свет. Его вторая зарождающаяся душа влетела внутрь в виде шара черного света и дико заговорила, прыгая вокруг его руки. Хань Ли был ошеломлен, но вскоре усмехнулся. Я почти забыл. Эти ребята из Тянь-Пена вот-вот прибудут на остров. Я должен немного узнать об этой чужеземной расе. Пробормотав себе под нос, он встал и вышел. Хотя он не выходил из своей комнаты несколько лет, он приказал своей второй зарождающейся душе использовать марионеток для наблюдения за действиями 4 демонических зверей. В результате он подслушал их разговор и обнаружил, что на остров скоро прибудет посланник расы Тянь-Пен. Поскольку день прибытия посланника приближался, демоны уже подготовили кого-то, чтобы встретить его. Убив повелителя Заветного Света, он использовал поглотившего небесного пламя духа, чтобы тот поглотил его душу. Хань Ли пожалел, что забыл применить к нему техники поиска души. В конце концов, метаморфизированный демонический зверь 8-го ранга должен был много знать об этой местности. Хотя он уже использовал технику поиска души на демонической рыбе, рыба не уходила слишком далеко в океан и многого не знала. Она знала только, что океан называл им Дьявольским океаном, остров, который занял Хань Ли, был темным адским островом. На самом деле это был всего лишь полуостров. Небольшую часть полуострова занимали скрытые черные горы. Большая часть острова была окутана черным адским уманом. К счастью, полуостров все еще был связан с континентом Тянь-Юань. К его большому облегчению, он не телепортировался на другие незнакомые континенты. Пока он был на континенте Тянь-Юань, у него был способ вернуться к людям. В океанах около полуострова жила крылатая чужеземная раса, правившая регионом, известная как племя летающих духов. Они были всего лишь ответвлением расы Фэн-Пен. К тому же они были сравнительно слабее других десятков ветвей. Многие другие демонические звери были изгнаны в океан с континента племенем летающих духов, иначе демоническая рыба не узнал бы эту информацию. Кроме этого, у демонической рыбы больше не было никакой другой информации. У демонической рыбы было лишь смутное представление, что у расы Тянь-Пен есть пара крыльев, и они могут опираться на поддержку своей способности превращаться в огромных легендарных птиц в бою. Это было то, о чем знали и люди. Таким образом, Хань Ли был очень заинтересован в том, чтобы увидеть, как прибывает посланник Тянь-Пена забрать дань. Вскоре после этого Хань Ли превратился в лазурную полосу, пролетев сотни километров по воздуху. По его плечу поползло золотое насекомое длиной в полфута. Летя вперед, Хань Ли погладил недавно проснувшихся золотых прожорливых жуков. Внешний вид жука не изменился, но они стали невероятно тяжелыми. Когда жуки сажали странный каменный материал, они стали во много раз тяжелее. К счастью, Хань Ли уже проверил этих мутированных жуков и обнаружил, что их первоначальная ловкость вернулась, и что каждый из них был невероятно силен. Один жук с легкостью мог укусить и утащить что-нибудь весом более 500 килограммов. Хань Ли был ошеломлен этим результатом. Помимо 2 этих пунктов, Хань Ли не обнаружил каких-либо различий в этих 5000 измененных жуков. Было неизвестно, произошли ли еще какие-либо изменения, или он их еще не обнаружил. Чувствуя некоторое разочарование, Хань Ли не знал, что еще делать с этими 3 камнями. Через день над невысокой плоской горой появилась лазурная световая полоска. Он моргнул, и лазурная полоса слегка расплылась, пока в конце концов не исчезла. Хань Ли использовал свои способности, чтобы полностью скрыть себя и свой полетный свет, также уменьшив свою скорость в несколько раз. Пролетев через небольшое озеро, он оказался над небольшой зеленой горой, покрытой бамбуком высотой 10 метров. В центре горы паслись более 1000 львов с бычьими головами.
Хань Ли осмотрел зверей и перевел взгляд на другие небольшие горы. В этот момент воздух заполнил белый туман. Глаза Хань Ли вспыхнули синим светом. Его глаза духовного прозрения проникли в туман, и он увидел зеленые каменные ворота. Это была пещерная резиденция маленького зверя с головой быка. Хань Ли слегка улыбнулся и поднялся в воздух. Достигнув высоты в 10 метров, он остановился. После этого он наложил вокруг себя несколько печатей заклинаний. Поблизости внезапно появились облака тумана, и он мгновенно был скрыт обычным серым облаком. В этот момент плечо Хань Ли задрожало, и огромный жук засиял золотым светом. Он превратился в жука размером с горошину и полетел в сторону небольшой горы. Хань Ли взглянул на насекомое. Когда жук исчез в горе, Хань Ли все еще оставался внутри облака. Через четверть часа с другого угла неба вспыхнул свет. 3 больших серебряных птицы ехали на 2 демонических ветрах. Хань Ли прищурился и посмотрел на 3 птиц. Он увидел, что их птичьи тела были более 10 метров в длину и напоминали огромного ястреба. Их тела мерцали серебряным светом, как будто их перья были выкованы из серебра, а взгляд их темно-фиолетовых глаз был невероятно пронзительным. 3 большие птицы явно сдерживали свою скорость, но, увидев небольшую красивую гору, 3 птицы расправили крылья и, сверкнув белыми молниями, полетели вперед. Они летели, оставляя после себя грохот молний. Спустя мгновение 3 большие птицы появились перед белым туманом, окутанным молниями. Сложив крылья, 3 птицы вспыхнули серебристым светом, превратившись в 2 мужчин и 1 женщину. Это были чужеземные существа с серебряными крыльями. Это и есть существа Тянь-Пен. При ближайшем рассмотрении на его лице появился след тревоги. 2 мужчин были статными, а женщина — изящной. Если не считать крыльев, они выглядели как молодые люди. Судя по своей ауре, все 3 оказались на уровне стадии божественной трансформации. Мужчина лет 30 обладал силой культиватора средней стадии божественной трансформации, а 2 других были на ранней стадии. Все 3 были одеты в простые белые одежды, но 2 мужчин носили серебряные повязки на голове, а женщина — вуаль. Убедившись в их силе, Хань Ли расслабился. Затем он беззвучно произнес заклинание и полностью убрал свою ауру, уйдя вниз. Эти 3 ничего не обнаружили. Они просто парили перед небольшой горой в спокойном ожидании. Вскоре перед ними явились 2 демонических ветра, в которых скрывались огромный кабан и трехголового питона. Огромный питон тут же улыбнулся и сказал: «Уважаемые господа, добро пожаловать. Господин Даосист Цуй и господин Даосист Цзинь в данный момент проверяют подношение и готовятся к пиру. Мы надеемся, что вы останетесь всем довольны». 30-летний мужчина равнодушно сказал: «От нужды так беспокоиться. Мы хотим вернуться как можно скорее, как только получим нашу дань». 2 других тоже остались равнодушными. Неудивительно, что они так себя вели. С уровнем культивации 2 демонических зверей они не воспринимали их всерьез. Если бы не важность дани острова, они бы не удосужились даже говорить с ними. В этот момент белый туман на горе рассеялся, и зеленые ворота медленно открылись. Появились маленький зверь с головой быка и огромная золотая обезьяна. Они пробормотали несколько слов с извиняющимся выражением лица и проводили 3 существ Тянь-Пен в их пещерную резиденцию. 2 других демона последовали за ними. Незаметно для всех, в тот момент, когда ворота закрылись, снаружи подул легкий ветерок. 4 демона изящно приветствовали 3 существ Тянь-Пен. Хотя 4 демона еще не были на стадии метаморфозы, у них были столы и стулья. 3 существа Тянь-Пен просто сели, а 4 демона почтительно встали рядом с ними. Усевшись на место, молодой человек прямо сказал: «Ладно, хватит болтовни. Сообщите нам, правильно ли вы подготовили подношение». Маленький зверь с головой быка задрожал и быстро ответил: «Уважаемые господа, большая часть дани была собрана, но некоторые предметы уже исчезли с лица земли этого острова. Мы не смогли их найти». Старший из мужчин угрюмо сказал: «И не подготовили подношение. Если дань не полная, вы знаете о последствиях. Сколько стоит ваша жизнь без дани?» Маленький зверь задрожал и поспешно произнес заранее подготовленное заявление: «Уважаемый господин, пожалуйста, успокойтесь. Хотя нам не хватает некоторых материалов, мы подготовили 50 цветов древесных бутонов. Надеюсь, вы останетесь довольны». «Что? Вы приготовили 50 цветов древесных бутонов?» 3 существа Тянь-Пен переглянулись между собой с улыбкой на лице. В голове у пожилого человека быстро промелькнула мысль, и он сурово сказал: «Вам лучше пенять на себя, если это окажутся еще незрелые цветы древесных бутонов».
Глава 1413. Раса Чижун. Маленький зверь испуганно нахмурился и поспешно ответил: «Мы бы никогда не посмели сделать такое. Господа, пожалуйста, лично проверьте возраст духовных цветов». Огромная златошерстная обезьяна повернула ладонь, и перед ней вспыхнул белый свет. Она вызвала 2 нефритовых ящика, полных цветов древесного бутона, и обеими руками протянул их существам Тянь-Пен. Молодой человек Тянь-Пен скептически принял 2 коробки и открыл их. Внезапно перед ним вспыхнул искрящийся золотой свет, и воздух наполнился запахом растения. 3 существа Тянь-Пен на мгновение были поражены, но вскоре обрадовались. Женщина Тянь-Пен взяла один из цветов и стала внимательно его изучать. Она взволнованно сказала: «Это действительно цветы древесного бутона, возраст которых более 1000 лет. У них первоклассное качество». Верно, улыбка пожилого мужчины исчезла, и он сказал: «Вы редко преподносите цветы такого высокого качества. Покажи другие материалы». 4 демонических зверя почувствовали облегчение, услышав это, и дали им объяснение. Затем они достали свои другие подношения и представили их на проверку. Молодой человек начал проверять дань. Золотых кристаллических насекомых и золотого кораллового песка немного не хватает, а лазурного дерева только половина. Ладно, хватит, кивнул пожилой мужчина, материалов не так много. Дополнительные цветы древесного бутона восполнили ваш недостаток. За эту дань мы наградим вас лекарственными таблетками за ваши рабские метки. В следующий раз, чем больше цветов древесного бутона, тем лучше. Затем он взмахнул рукавом и выпустил по 4 лазурных нефритовых бутылки для каждого из 4 демонов. 4 демона поймали маленькие бутылки, неоднократно благодаря их. Забрав дань, 3 существа Тянь-Пен немедленно покинули пещерную резиденцию маленького зверя. 4 демона почтительно проводили их через ворота. Как только они увидели, что 3 существа Тянь-Пен взлетели как птицы, они с облегчением вернулись в пещерную резиденцию и продолжили обсуждение. Демоны совершенно не подозревали о маленьком золотом жуке, который прятался в углу комнаты. Он был тихим, как смерть. Тем временем Хань Ли оставался скрытым, следуя за 3 большими птицами. Его взгляд следовал за ними. Хань Ли видел все, что происходило внутри пещерной резиденции, включая собранную дань. Он был уверен, что они планируют свое возвращение к месту встречи с расой Тянь-Пен. В настоящее время он хотел последовать за 3 существами Тянь-Пен и найти безопасный путь обратно на первозданный небесный континент. В конце концов, кто знал, какие опасности таились в таком большом море. Хань Ли не хотел попасть в лапы безмерно сильного существа. Более того, представители племени летающих духов выглядели похожими на людей. Если бы он мог найти место, где собиралась раса Тянь-Пен, он мог использовать свои способности, чтобы сливаться с ними и обмениваться с ними информацией, материалами и лекарствами. Возможно, у этой иностранной расы было много редких сокровищ, таких как золотые кристаллические насекомые. В конце концов, племя летающих духов отличалось от людей и имело предметы, которые были бесценны для людей, но были обычными для племени летающих духов, и наоборот. Имея это в виду, мысли Хань Ли стали взволнованными, и он продолжил следовать за 3 существами Тянь-Пена. Благодаря способностям Хань Ли, эти 3 не могли вырваться из-под его духовного чутья, и он мог следить за ними. В результате 3 птицы и 1 культиватор стремительно улетели от полуострова через ближайшую часть океана. После 2 месяцев полета Хань Ли в конце концов увидел на горизонте черную полосу. Наконец-то они прибыли на берег континента Тянь-Юань. В этот момент 3 существа Тянь-Пен вылетели на землю. Ближе к берегу были холмистые поля. Хань Ли не осмелился сбавить скорость и потерять их из виду. Увеличив скорость, он сократил половину расстояния между ними. Но внезапно перед ними что-то изменилось. Перед 3 существами Тянь-Пен появилась огромная двуглавая птица и 7 других крылатых чужеземных существ. Появившись, они немедленно окружили 3 существ Тянь-Пен, словно хотели причинить им вред. Хань Ли встревожился, но не стал останавливаться. Вскоре он оказался всего в полукилометре от них и прекратил полет. Огромная двуглавая птица выглядела устрашающе. Она была 30 метров в высоту, и из 2 его голов одна была змеиной, а другая — тигровой. 8 крылатых существа тоже выглядели довольно устрашающими. Их крылья были не только больше, чем у существ Тянь-Пен, но и, казалось, горели огнем. В мгновение ока 3 существа Тянь-Пен вернулись к своему человеческому облику и приобрели торжественный вид. Пожилой мужчина Тянь-Пен резко крикнул большому мужчине из окружавшей их группы: «Тянь-Мин, что это значит? Эта земля находится под контролем расы Тянь-Пен. Почему ваша раса Чижун появилась здесь и преградила нам путь? Неужели вы не боитесь наказания по 10 законам?»
Крупный мужчина был в красной мантии, был лысым и мускулистым. Крупный мужчина усмехнулся. «Хе-хе, чего нам бояться 10 законов? Послушно достаньте вещи, которые у вас есть. Если вы будете преданы нашей расе Чижун, возможно, мы вас отпустим». Пожилой мужчина слегка изменился в лице, но сказал: «Какие предметы?» Крупный лысый мужчина зловеще сказал: «Брат Фэнсяо, не нужно скрывать это». Я говорю о цветах древесного бутона. Пожилой мужчина стал все отрицать. Стали бы мы носить с собой нечто столь редкое. Тянь Мин, ты не заболел? Крупный мужчина дико рассмеялся. Неважно, признаешь ли ты это. Я все равно обыщу тебя. Хада, я забыл тебе сказать. Ваш священный лорд, несущий настоящую кровь Кунпена, был убит после того, как был окружен 3 зверьми Чжэнь-Чжэня, появившимися из глубин. Племя летающих духов потеряло расу Янь-Пен как ответвление. Все 3 были поражены этой новостью. Молодой человек Тянь-Пен с сомнением сказал: «Чепуха. Священный лорд Кун-Пен мог сбежать, даже если он был не ровня своему противнику. Как могли 3 зверя Чжэнь-Чжэнь остановить его?» Крупный лысый мужчина хлопнул своими огненными крыльями и злобно сказал: «Хе-хе, будь это только звери Чжэнь-Чжэнь, они не смогли бы его заблокировать, но он уже был ранен, а его крылья искалечены, так что у него не было возможности сбежать». Пожилой мужчина Тянь-Пен, сохраняя спокойствие, ответил ледяным тоном: «Думаешь, мы поверим тебе? Хватит нести чушь, даже если лорд Тяньхуа погиб, не думай, что мы отдадим тебе наши вещи». 2 его товарищей засветились ярким светом, готовясь к битве. Услышав это, крупный лысый мужчина фыркнул, и в его глазах блеснул зловещий блеск. Лысый мужчина был культиватором на средней стадии божественной трансформации, а его товарищи находились на ранней стадии. Помимо огромной двуглавой птицы, их боевая сила была в несколько раз больше, чем у 3 существ Тянь-Пен. Однако, если существа Тянь-Пена сосредоточились только на побеге, он не был уверен, что они смогут их задержать. В конце концов, раса Чижун не славились своей скоростью. Если бы они столкнулись с существами аналогичного уровня, их жертва, скорее всего, сбежала бы. Однако, поскольку лысый мужчина уже спланировал эту засаду, то он все это предусмотрел. Со зловещим выражением на лице крупный мужчина махнул рукой. Другие существа Чижун перевернули руки, вытащив короткий синий цилиндр и направили его за собой. С несколькими хлопками вылетели шары синего пламени. Хорошо. Это дьявольские цилиндрические ловушки. Быстрее, уходим. Старший Тянь-Пен при виде этого сразу же закричал и расправил крылья, не раздумывая. Из его тела вырвался серебряный свет. 2 других быстро последовали за ним, извергая раскаты грома. Однако это было слишком медленно. Окружающие шары синего света внезапно вспыхнули, превратившись в большие синие сети, мгновенно увеличившиеся в размере. Бета-мгновения сети слились вместе, запечатав километр пространства. Когда клетка была готова, 3 вспышки молнии были слишком медленными и не смогли убежать. Когда молния погасла, все 3 существа Тянь-Пен стали бледными. Когда лысый мужчина увидел, что они поймали 3 существ Тянь-Пен в ловушку, с радостью сказал: «Хотя это ловушка для демонов самого низкого ранга, ее все же достаточно, чтобы удержать вас». Фэнсяо, ты действительно верил, что сможешь сбежать из сети, когда мы атаковали со всех сторон? Тебе лучше послушно сдаться, иначе не вини меня в моей жестокости. Объедините силы и быстрее прорвитесь через сеть дьявольской ловушки. Пожилой мужчина, Фэнсяо, отдал приказ 2 своим товарищам. Вскоре после этого он сжал руки и поднял их вверх, выпустив 2 плотные молнии прямо в огромную синюю сеть над ними. Его младшие товарищи сразу же открыли рты и выпустили плотные молнии, чтобы усилить атаки. Внезапно раздалось несколько извержений, и синяя световая сеть слилась с серебряным светом, превратив дьявольскую ловушку в размытое пятно. Лысый культиватор при виде этого пришел в ярость и закричал: «Атакуем! Не сдерживайтесь!» Вскоре после этого он расплылся в воздухе и превратился в 10-метровую алую птицу. Он взмахнул крыльями и погрузился в пламя, ныряя к 3 существам Тянь-Пен. Другие существа Чижун претерпели аналогичную трансформацию и начали свою атаку в виде огненных птиц. В результате 3 существа Тянь-Пен были не в состоянии продолжать свои атаки на сеть дьявольской ловушки, и им не оставалось ничего другого, кроме как превратиться в больших серебряных птиц, извергающих молнии, противостоя своему врагу. Какое-то время бурлило пламя и сверкали молнии. Ближайший воздух был наполнен жгучим жаром и дымом. Только огромная двуглавая птица осталась неподвижной. Хань Ли тихо вздохнул, не зная, смеяться ему или плакать. В этот момент дьявольская ловушка окружила и его. Глава 1414. Разоблачение.
Хань Ли был очень подавлен. При обычных обстоятельствах он мог использовать свои способности, чтобы мгновенно вырваться из сети. Но так как он скрывался, он не мог вылезти из сети, опасаясь, что его будет раскрыто. В тот момент колебания он оказался в ограничении. Хань Ли дернул уголком губ и мог только беспомощно оставаться на месте. Его разум размышлял об информации, которую он получил. Раса Чижун должна быть одной из 72 ветвей племени летучих духов. Неизвестно, как они получили информацию о том, что у 3 существ Тяньпэн были цветы древесного бутона, но в результате этого им устроили засаду на обратном пути. Раса Чижун осмелилась сделать это, потому что лорд расы Тяньпэн погиб, поэтому они оказались беспомощными. В таком случае не окажется ли его первоначальный план бесполезным? Может ли случиться так, что ему придется отказаться от расы Тяньпэн и найти другое место сбора племени летучих духов? Так не пойдет. В конце концов, раса Тяньпэн мало чем отличалась от людей по внешнему виду, кроме их крыльев. Он не знал, есть ли другие ответвления племени летучих духов, которые выглядели бы так же. Например, раса Чижун показалась ему слишком дьявольской, и ему было бы трудно проникнуть в нее. Пока эти мысли мелькали в его голове, он наблюдал за продолжающейся битвой между существами Тяньпэн и существами Чижун. С оглушительным грохотом бесчисленные серебряные молнии пробивались сквозь ревущее море пламени. 3 серебряных птицы, казалось, превратились в молнию. Не используя клюв или когти, они выглядели величественными, но, поскольку они были окружены таким сильным пламенем, оказались в невыгодном положении. Мало того, что огненные птицы были полностью окутаны огнем, но когда серебряные молнии иногда ударяли в их тело, огонь вспыхивал сильнее, и их раны мгновенно заживали, словно у них были бессмертные тела. Кроме того, хотя от серебряных птиц сверкали молнии, и они выглядели невредимыми, их свет постепенно становился все тусклее. По мере того, как битва продолжалась, в неизвестное время над ними в воздухе появилась алая жемчужина. Она выпустила красный световой туман, охвативший территорию в 100 метров. В битве огненная птица, которая была в несколько раз крупнее другой, странно засмеялась. «Фэн Сяо, ты можешь быть похож на меня, но тебе не сравниться с моей жемчужиной огненного дракона». Холодно фыркнув, серебряная птица внезапно ударила когтями, прорезав в воздухе 5 белых полос. Полосы отчаянно рубили жемчужину над собой. Бабах! Поверхность жемчужины огненного дракона засветилась красным светом, с легкостью отражая атаки. «Хе-хе, брат Фэн Сяо, не думай, что удача тебя спасет. Жемчужина огненного дракона имеет ограничения, наложенные старейшинами нашей расы. Ни один высокоранговый повелитель летающих духов не может ему навредить». Огромная птица дико рассмеялась и несколько раз взмахнула крыльями, образуя волны пламени. В следующий момент 3 серебряные птицы собирались вылететь за пределы досягаемости жемчужины огненного дракона, но жемчужина преследовала их, как паразит. Поскольку серебряные птицы отвлеклись на это, они получили еще больше ран, и молнии на их телах начали ослабевать. Увидев это, огненные птицы начали нападать с еще большим рвением. 3 серебряные птицы могли только усиленно блокировать море пламени. При виде этого лысый мужчина ухмыльнулся и только громко вскрикнул. Наконец, огромная двуглавая птица взялась за дело. Она расправила крылья, и 2 ее головы испустили мрачный крик. Ее огромное тело расплылось, превратившись в радужный туман, прямо окутав 3 серебряных птиц в море пламени. Серебряные птицы при виде этого пришли в ярость. Один из них сурово крикнул: «Быстрее, уворачиваемся! Мы не можем напрямую противостоять птице Чихау». Как только это было сказано, 3 серебряных птицы отчаянно превратились в 3 серебряные дуги молний, вылетевшие из моря пламени. Во время побега они мгновенно получили несколько ударов. Покинув море пламени, они исчезли в тумане. Когда радужный свет пронесся по воздуху, свет погас, снова обнажив двуглавую птицу. Обе ее головы стали оглядываться по сторонам. Жемчужина огненного дракона закружилась в воздухе, словно потеряла след 3 серебряных птиц. Огненные птицы были поражены увиденным. Самая большая из птиц отдернула крылья и превратилась в человека в бушующем пламени. Это был лысый мужчина по имени Тян Мин. Он посмотрел в том направлении, куда вылетели 3 серебряные молнии, и усмехнулся. «Не думайте, что вы сможете спрятаться, используя силу молнии. Помимо моей жемчужины огненного дракона, я также взял с собой духовных ос. Я уже дал им кристальное ядро вашей расы, чтобы они выследили его. Независимо от вашего навыка уклонения от молний, вам не сбежать от них». Сказав это, лысый выплюнул красную тыкву. Закружившись в воздухе, тыква открылась, внезапно выпустив несколько желтых ос. Каждая из них была несколько дюймов в длину и сияла ярким светом. Крупный мужчина испустил невнятный крик и указал в том направлении, куда улетели серебряные птицы. Осы сразу же зажужжали и метнулись прочь. Крупный мужчина дико рассмеялся и махнул рукой.
Остальные огненные птицы Чижун расправили крылья и последовали за каждой из ос. Огромная двуглавая птица продолжила лететь в их сторону. В этот момент зловещая улыбка большого мужчины застыла. Осы начали летать по кругу и сошлись на местности поблизости. Они продолжали летать по кругу. Неужели осы нашли существо Тяньпэна? Все существа Чижун были сбиты с толку. Однако лысый мужчина был решительным и сразу отреагировал. Он крикнул «В атаку!». Но прежде чем огненные птицы успели броситься вперед, из того места, где кружили осы, раздался мужской голос. Яркой вспышкой духовный свет пронесся по близлежащему пространству, окутав ос и заставив их исчезнуть. В тревоге огненные птицы мгновенно открыли пасть, выпустив столбы пламени. В ответ они увидели только вспышку серого света. Огненные столбы растаяли в этом сером свете и исчезли. Тут-то и огненные птицы совсем испугались. Они внезапно остановили атаку и с недоумением уставились на то, как незнакомый мужчина медленно появился из серого света. Мужчина был облачен в лазурную мантию и имел обычную внешность. За его спиной показалась пара белых крыльев. Он выглядел как член племени летающих духов, но его не было среди 3 существ Тяньпэн, что они видели ранее. «Кто ты такой?» Лысый мужчина испуганно вскрикнул и испустил удивительное духовное давление из своего тела. «Кто я? Ты разве не знаешь?» Хань Ли ответил с улыбкой. Хотя его лицо было спокойным, в своем сердце он проклинал его. Затем чужеземные существа переглянулись между собой. Он внезапно появился перед ними, и осы выследили его. Как он мог не быть существом Яньпэн, Хань Ли мысленно задумался, слабо чувствуя, что это, скорее всего, связано с пером Кунпэна, которым он закалил свои грозовые крылья. К счастью, в то же самое время, когда он появился, его грозовые крылья изменили цвет и форму и стали точной копией крыльев существа Тяньпэн. Маскировка была безупречной. Существо Тяньпэн. Лысый мужчина с ненавистью посмотрел на белые крылья Хань Ли. Хань Ли молча улыбнулся. «И важно, как ты сюда попал, теперь тебя ждет только смерть». «Убить его», — скомандовал лысый мужчина. Окружающие его огненные птицы собрались вокруг него и стали размахивать крыльями, выпустив около дюжины проекций когтей, смешанных с горящим пламенем, в сторону Хань Ли. Бета этот момент вспыхнула жемчужина огненного дракона и появилась в сотни метров над головой Хань Ли. Его окружала преграда красного света. Хань Ли нахмурился, но все еще не предпринял никаких действий. Он просто взмахнул черной ладонью, окутав себя серым туманом вокруг него. Как только проекции когтей и пламя коснулись тумана, они сразу же застыли, и вскоре туман медленно растворил атаки во вспышках света. Тем временем из крыльев Хань Ли грянул гром, и его тело расплылось. Он исчез во вспышке золотой молнии. Мгновение спустя он появился над красной жемчужиной в небе и потянулся вперед, взяв ее в руку. Жемчужина огненного дракона загудела. Появилась не только огненно-красная преграда, но и алый питон длиной 10 метров. Он яростно укусил Хань Ли клыками за руку. Раздался громкий хлопок, золотой полет вылетел из его руки, обнажив тонкие золотые чешуйки на коже. Как бы яростно ни кусал огненный питон, он не мог проткнуть его кожу. Он схватил жемчужину и напряг руку. За его спиной с треском появилась бледно-золотая фигура. Не только поверхность жемчужины огненного дракона треснула, но и тело жемчужины рассыпалось под огромной силой Хань Ли. После того, как он потер руки вместе, кристальная пыль разлетелась на ветру. Хань Ли легко справился с каждой их атакой в мгновение ока и также быстро уничтожил жемчужину огненного дракона с помощью одной лишь грубой силы. Все существа Чижун были ошеломлены этим зрелищем. «Ты действительно уничтожил сокровище нашей расы». Лысый мужчина был в равной степени ошеломлен, но вскоре он пришел в ярость, вспомнив о последствиях разрушения жемчужины. Он издал вопль, и его тело расплылось, снова превратившись в огромную птицу, яростно рванувшуюся к Хань Ли. Огромная двуглавая птица превратилась в световой туман света и двинулась вперед, закружив вокруг него. Глава 1415. Подавление Чижун. При виде этого Хань Ли ухмыльнулся. Не используя никаких сокровищ, он просто взмахнул крыльями, метнувшись вперед. По пути он исчез из поля зрения. Крупный лысый мужчина в форме огненной птицы, недолго думая, открыл рот и выплюнул волну пурпурного пламени, окутав все в 30 метрах перед ним. Если бы Хань Ли находился поблизости, его бы охватило пламя. Но вопреки ожиданиям крупного человека, целью Хань Ли с самого начала был не крупный мужчина. Во вспышке белого света он появился рядом с огромной двуглавой птицей. Несмотря на огромные размеры птицы, она двигалась удивительно быстро.
Поэтому, как только появился Ханли, птица внезапно подняла голову змея и выпустила луч ледяного света. Но прежде чем свет даже ударил по его телу, воздух поблизости затрещал и мгновенно конденсировались глыбы льда. Ледяной луч был невероятно холодным, наравне с оригинальным небесным ледяным пламенем Ханли, способным заморозить сам воздух. В глазах Ханли блеснуло удивление, но простым взмахом рукава он выпустил навстречу туман серого света. Войдя в туман, ледяной свет словно застыл. В задержке из рукава Ханли вспыхнул радужный свет, и появилась ладонь из чисто белого нефрита. Он махнул рукой, выпустив 5 зловещих черепов, затем из его ладони вспыхнуло радужное пламя. В течение стольких лет Ханли культивировал мантру усовершенствования тысячи меридианов и теперь смог с легкостью использовать ее в полной мере. Он мог явить полную мощь горы божественного света и несокрушимых чевкающих демонов, что в сочетании с силой его тела увеличивало их мощь в несколько раз, давая ему силу на целую ступень выше его уровня культивации. Легким звоном луч ледяного света пробился через эссенцию божественного света и ударил его белую нефритовую ладонь. Однако радужное пламя просто начало вращаться, и луч света сразу же впитался в него, не в силах оказать сопротивление. Огромная птица при виде этого без колебаний подняла голову тигра и выпустила прозрачную звуковую волну прямо в сторону Ханли. Хм. Ханли холодно фыркнул, и все его тело засияло ярким золотым светом, окутав его световым барьером, прежде чем ударила звуковая волна. С приглушенным грохотом золотой свет столкнулся со звуковой волной, вызвав серию взрывов. Однако Ханли не обратил внимания на эти взрывы. После нескольких вспышек он прорвался сквозь звуковую волну и с поднятыми кулаками оказался перед огромной птицей. Но огромная птица свирепо развернулась всем телом и взмахнула по воздуху огромными когтями, блестящими холодным светом. Раздался звук разорванного пространства, по-видимому, охватив Ханли в ударе. Он слегка изменился в лице, а его кулаки замерцали, один из которых мерцал серым, а другой — радужным пламенем, и таким образом он блокировал атаку. В воздухе грянул мощный взрыв. Огромная птица внезапно испустила пронзительный крик, но прежде чем огромная лапа смогла сомкнуться вокруг Ханли, она рассыпалась дюйм за дюймом под вспышками сияющего света, превратившись в кровавое месиво. После этого она растворилась в кровавом тумане. В глазах двуглавой птицы появился злобный взгляд. Не обращая внимания на разрушенный коготь, она вытянула 2 головы и широко открыл пасть, кусая Ханли. В воздухе запахло гнилью. Когда другие существа Чижун, наконец, осознали, что происходит, они в яростном удивлении выпустили шквал атак. Волна пурпурного пламени и бесчисленные огненные шары устремились вперед, сливаясь на полпути, создавая море алого пламени шириной 300 метров. Огненные птицы зашевелились, и каждый вошел в море, исчезнув в нем. Море пламени заклубилось, образовав огромную волну, высотой более 30 метров, устремившуюся прямо к Ханли. Однако Ханли не собирался давать им возможность зажать его в тиски своими атаками. С уже поднятыми руками за его спиной появилась золотая трехголовая шестирукая проекция. 2 золотые руки с изображения на его спине внезапно расплылись и исчезли. Между тем рядом с птицей вспыхнули 2 золотых огонька, вызвав из воздуха 2 огромные золотые руки, каждая из которых растопырила руку 3-метровой ширины, мерцающую золотым светом. Появившись, руки стали яростно атаковать птицу. Птица была застигнута врасплох этими ударами и насильно раздавлена обоими кулаками. Птица споткнулась от удара, не в силах удержать равновесие. Затем Ханли поднял одну из рук, отражая надвигающуюся волну огня. Внезапно появилась огромная черная гора и закружилась в воздухе, создав высокий барьер для встречи надвигающейся волны огня. Воздух поблизости задрожал. Пламя и серый свет перекатывались друг против друга, оба зашли в тупик. Эссенция божественного света могла превратить любой из 5 элементов в ничто, но даже у нее были свои пределы. Однако этого было достаточно, чтобы заблокировать пламени множество существ Чижун. Однако с самого начала это не было его целью. Он увидел прекрасную возможность и потряс плечами, в результате чего оставшиеся 4 руки картины на его спине в мгновение ока исчезли. Между тем, окружение огромной птицы замерцало, и появились еще 4 огромных золотых руки. 4 руки прорвались сквозь пространство и потянулись вперед, в результате чего каждая рука странным образом изогнулась, пока они не захватили обе птичьи шеи мертвой хваткой. Именно тогда огромная птица успокоилась от удара 2 кулаками. Она была очень напугана таким поворотом событий и попыталась освободиться, размахивая крыльями, но ее гигантское тело все еще не могло сдвинуться с места. 2 кулака, которые ударили птицу ранее, неосознанно схватились за одно из крыльев птицы, заставляя ее остановиться. Огромную птицу поразил ужас.
Прежде чем она смогла использовать какие-либо другие способности для побега, 4 руки, державшие ее за шеей, с силой начали ее душить. Каким бы могучим ни было тело огромной птицы, против этой огромной силы ее шеи сломались, как мокрая бумага, и полностью отделились от тела. Затем Хань Ли сделал жест заклинания, в результате чего золотая фигура на его спине исчезла вместе с 4 появившимися золотыми руками. Вскоре после этого обезглавленная птица и головы начали падать вниз. Подняв бровь, он взмахнул рукавом, выпустив 3 серебряных огненных шара, которые поразили тело и голову птицы. С несколькими потрескиваниями вспыхнуло серебряное пламя, и тело обратилось в пепел. Затем пламя сконденсировалось в птице и вернулось к Хань Ли. «Бежим!» В ужасе закричал лысый мужчина. Увидев, что Хань Ли убил огромную птицу, равную ему по силе, он быстро оправился от своей ярости. Разрывая воздух, 9 огненных птиц вылетели из огненного моря к небу. Осознав, что они не ровня Хань Ли и что они с самого начала преследуют других существ Тяньпэна, крупный мужчина приготовился отступить. «Тяньмин, не поздно ли бежать?» Высоко в небе раздался голос пожилого мужчины Тяньпэна. После этого сверкнула серебряная молния, и внезапно появились 3 большие серебряные птицы. Оставаясь скрытыми все это время, существа Тяньпэн наконец приняли меры, в результате чего устроили грандиозную засаду. Выпустив бесчисленные дуги молний, они мгновенно создали огромную сеть молний. Облик лысого мужчины огненной птицы издал долгий визг. Остальные птицы внезапно слились в одну огненную птицу более 100 метров высотой. Пурпурное пламя охватило гигантскую огненную птицу, и она, расправив крылья, и устремилась сквозь сеть молний. 3 огромных птицы были поражены и не осмелились преградить путь. Пламя фиолетовой огненной птицы вспыхнуло с невероятной силой. Несколькими вспышками птица пронзила дьявольскую ловушку и появилась в 300 метрах от нее. Такая быстрая скорость шокировала. При виде этого в глазах Хань Ли блеснул свет, но он не собирался ее преследовать. 3 серебряных птицы, немного помедлив, тоже не стали гнаться за ней. Они просто вернулись в человеческий облик во вспышке серебряного света и раскатах грома. Пожилой мужчина Тяньпэн посмотрел на Хань Ли, который в одиночку победил существо Чижун. Не осмеливаясь пренебречь им, он быстро поприветствовал его издали и спросил: «Большое спасибо за вашу помощь. В противном случае мы бы не избежали беды. Однако ваше лицо нам не знакомо, брат. Может быть, ты член клана, который остался в уединении в море?» Поразмыслив, Хань Ли спокойно ответил: «Даже я не совсем понимаю, являюсь ли я существом Тяньпэн. У меня несколько своеобразный опыт, так как до сих пор я культивировал в чужих странах. Я впервые вернулся на континент Тянь-Юань. Но по внешнему виду кажется, что мы одной расы. Иначе я бы не стал вами помогать сражаться с существом Чижун». Пожилой мужчина по имени Фэн Ся улыбнулся и сказал: «Хе-хе, вам не стоит думать об этом слишком много. Должно быть, вы потомок клана, о котором никто не знал. С точки зрения внешнего вида и ауры вы, без сомнения, Тяньпэн. Кроме того, по плотности своей ауры вы должны быть прямым потомком нашей расы. В противном случае эти призрачные осы не нашли бы вас». Изящная женщина Тяньпэн вспыхнула пониманием и сказала: «Наверное, способности брата связаны с тем, что он культивировал в чужих странах. Они сильно отличаются от наших». Молодой человек усмехнулся и сказал: «Независимо от всего остального, ваша аура Тяньпэн подлинна. Если бы не наша аура, мы не могли бы отличить себя от других ответвлений с нашей внешностью». Услышав это, Хань Ли почувствовал облегчение. Казалось, что усовершенствование Пиракун Пэна помогло ему скрыть свою личность. Он действовал не зря. Затем он сказал: «Поскольку вы все уверены, это должно быть правильно. Но судя по тому, что сказал этот человек из Чижун, обстоятельства клана Тяньжун не очень хорошие». Фэн Ся угрюмо сказал: «Трудно сказать. Это могло быть просто провокацией, но также могло быть правдой. Даже несмотря на то, что мы сравнительно слабее среди 72 ответвлений племени летающих духов, они не осмелились бы нагло грабить наши товары.